Привет, друзья! Сегодня мы будем говорить о анонимности и безопасности, про популярные решения, такие как VPN, Double VPN, Whonix, про создание собственной анонимной инфраструктуры на основе LTE модема, USB модема, виртуализации, про создание собственных ханипотов, которые сообщат нам, что нас деанонимизирует, и почему я не советую использовать Whonix для анонимности, и что же, на мое мнение, лучше использовать. Привет, друзья, меня зовут Алексей. Видео для меня оказалось действительно сложным. Я перечитал достаточно много статей на тему анонимности и безопасности перед созданием этого видео, так как понимал, что некоторые из вас будут следовать этим советам, строя свою анонимность. Первое, с чего мы начнем, это с разбора самых популярных решений для анонимности, которые используют, к сожалению, большинство. Это VPN, то есть именно ту ситуацию, когда VPN ставится на ноутбук или компьютер и больше ничего не используется для обеспечения анонимности. Какие же плюсы? Первый и основной плюс – это скорость. У нас будет практически максимальная скорость, которую нам предоставляет провайдер, если сервер, который мы используем, VPN-сервер, позволяет. Второй плюс – это безопасность, так как трафик между VPN-сервером и вами шифруется надежным алгоритмом, и провайдер не может на своей стороне его расшифровать и перехватить. То есть перехватить может, но расшифровать не может. Поэтому даже открытое использование таких открытых протоколов, как FTP либо HTTP, будет безопасно, и провайдер не сможет перехватить критические какие-то данные. Третий плюс – это обход блокировок провайдера. То есть, к примеру, какой-то сайт заблокирован, мы хотим его открыть. То есть, в принципе, это последний плюс использования именно этого решения. Какие минусы? Первый минус – это утечки DNS. То есть, даже если мы включили VPN, если в VPN не прописаны какие-то правила DNS, то DNS будет использоваться нашего провайдера. Соответственно, переходя на какой-то сайт, даже если у нас будет включен VPN, сайт будет видеть IP-адрес нашего VPN-сервера, но DNS сервера будут наши. То есть, таким образом, IP-адрес условно будет Лондона, но DNS-сервера будут какого-то местного провайдера, допустим, там МТС или Vodafone. То есть, таким образом происходит утечки DNS, и будет известно, каким на самом деле мы пользуемся провайдером. Утечки IP через такие протоколы, как Torrent, WebRTC и другие. То есть есть специальные протоколы, цель которых развить максимальную скорость подключения. То есть когда мы, к примеру, осуществляем видеозвонок, либо скачиваем какие-то фильмы с торрента, эти протоколы пытаются выбрать максимально хорошее соединение из доступных нам. И по иронии судьбы максимально быстрым соединением является то, которое идет без VPN. Поэтому эти протоколы будут стараться игнорировать VPN, и через них будут происходить утечки IP-адресов. Этим пользуются на самом деле сниферы, логеры, которые пытаются деанонимизировать нас. Они специально ставят себе на сайты такие протоколы, такие граберы, как WebRTC грабер, которые пытаются именно сдеанонимизировать наш настоящий IP-адрес благодаря этим утечкам. Также помним, что VPN – это программа, любая программа может заглючить, и вопрос в том, настроен ли у нас kill switch, интернет kill switch. То есть, если интернет VPN заглючит, то каковы будут последствия? В случае, если вы их не предусмотрели, то последствием будет утечка вашего настоящего IP-адреса. Поэтому необходимо обязательно настраивать такую функцию, как интернет kill switch, то есть в случае отключения VPN у вас полностью будет пропадать интернет, чтобы ваш настоящий IP-адрес не утек. И третья причина, по которой я не рекомендую использовать VPN без какой-либо виртуализации, это именно отпечатки браузера. То есть мы, когда открываем какой-то сайт, этот сайт видит не только наш IP-адрес, как я сказал, он видит еще и наше время операционной системы, он видит различные данные, среди которых, к примеру, есть наше время на компьютере, то есть часовой пояс. И представьте, вы используете VPN с IP-адресом Лондона, но у вас время часового пояса, к примеру, Арабских Эмиратов +4. И вы переходите на какой-то сайт,
что-то делаете, из-за чего вас начинают искать, и они видят, что у вас часовой пояс не совпадает с вашим IP-адресом, и, соответственно, есть уже понимание, что ваше реальное время – это +4. Знаете, как много городов, стран с временем +4? Популярных на самом деле немного. Это пару городов в России и Арабские Эмираты. То есть, в принципе, те, кто будет уже расследовать, они уже будут конкретно понимать, что вы, скорее всего, находитесь в Арабских Эмиратах, да, либо в каких-то из этих нескольких крупных городах России. Также существуют еще и другие популярные отпечатки браузеров. Это WebGL и Canvas Fingerprint. Также есть еще Audio Fingerprint. Это каждый из которых генерируется уникальным образом в вашем браузере. И даже если вы будете менять какие-то IP-адреса, менять VPN, добавлять какие-то средства анонимности, этот уникальный отпечаток будет оставаться уникальным. И по сути это то же самое, что куки, только куки можно удалить, а уникальный отпечаток браузера так просто не поменять. Также нужно понимать, что есть логи, то есть логи могут вестись самим VPN, который вы используете. Вы можете свой создать без логов, но это вас не спасет от того, что хостер, который предоставляет вам VPS-сервер, может вести эти логи. Плюс хостер использует интернет на какой-то интернет-провайдер, который тоже может на своей стороне вести логи. То есть массовое логирование на самом деле очень страшно в случае, если вы используете всего лишь один VPN. Также нужно помнить про отдельный вид логирования, тот, который ведет ваш интернет-провайдер. К примеру, вы используете Beeline. Beeline сохраняет всю информацию о интернет-соединениях без его содержимого. То есть он видит, что вы вчера, например, в 13:51 подключились на IP-адрес где-то на Карибах. И так случается, что ваш IP-адрес попал на деномизацию, на цель деномизации, имеется в виду этот карибский какой-то IP-адрес, и спецслужбы просто открывают логи тех провайдеров, которые им доступны, там Beeline, МТС и так далее, и они видят, что какой-то клиент, это будете вы, подключался в 13:51 в ту секунду на этот IP-адрес, и таким образом они вас деномизируют, даже не имея возможности запроса информации с этого карибского сервера. Суть в том, что это тоже достаточно большая проблема, и она, в принципе, решается использованием Double VPN, Triple VPN. У меня есть отдельное видео на эту тему, можете посмотреть его, я более подробно объясняю эту ситуацию. Также нужно помнить про разделение анонимных сессий от неанонимных. То есть, если вы зайдете с вашего анонимного VPN на сайт ВКонтакте, то ваш ВКонтакте будет знать, что этот анонимный IP-адрес VPN равняется всем вашим другим ранее авторизированным IP-адресам на этом сайте. Соответственно, вы сами себя деномизируете таким образом. То же самое работает и с MAC-адресами. То есть, к примеру, такие программы, как Chrome, Telegram, Steam, они видят наш MAC IP-адрес. В случае с телефоном это еще и EMA-адрес. И, к примеру, если вы сначала авторизировались в одном аккаунте Steam без VPN, а в следующий раз вы зашли в другой аккаунт Steam с VPN, для Steam без разницы, используете вы VPN или нет. То же самое и с Telegram, Chrome. Они знают все ваши IP-адреса, так как у них есть ваш идентификатор, такой как MAC-адрес. В случае с телефоном email это еще хуже, потому что известны все другие номера телефонов, которые вставлялись в этот email. Это все не является исчерпывающим списком, его можно продолжать еще полчаса. Суть в том, что не стоит использовать VPN без каких-либо средств виртуализации, без каких-либо дополнительных цепочек. То есть это не анонимно. Единственное, для чего это подходит, для обхода блокировок какого-то сервиса, который заблокирован в вашей стране, и не более. В Whonix или Tor браузер. На самом деле это является лучшим бесплатным решением для анонимности, которое вы можете прямо сейчас скачать, пользоваться без каких-либо настроек. Ключевое, конечно же, бесплатно, да, потому что если вам нужна большая анонимность, большая безопасность, то этого будет недостаточно, как минимум потому, что
Tor-трафик на выходе он не шифруется, то есть последняя выходная нода с большой вероятностью будет прослушиваться, и трафик с нее будет сохраняться. И все пакеты, которые будут идти по открытым протоколам, таким как FTP, HTTP, SMTP, да, это достаточно популярные протоколы, которыми пользуются многие люди, они будут сохранять ваш трафик, и большая вероятность того, что ваша почта, ваша пароль, ваши какие-то письма, да, SMTP это протокол почты, будут перехвачены третьими лицами. Ну, то есть нужно понимать, что эти третьи лица это государства, да, государства, которые занимаются деанонимизацией Тора. Какие же существуют плюсы Тора? Да? Первое, это я назвал, это то, что он бесплатный. Самый основной еще один плюс в том, если вы используете Whunix, это то, что это отдельная операционная система, и все вышеперечисленное касательно VPN, таких как браузер, фингерпринт и утечки каких-то MAC-адресов, утечки времени, они вам не страшны, потому как в Whunix уже все настроено, и вам не страшна утечка именно каких-то фингерпринтов, да, то есть отпечатков браузеров. Также следующий плюс – это то, что в Whunix исключена возможность утечки IP-адреса. То есть как бы вы ни старались, можете запустить какие-то протоколы WebRTC, Tor, WebRTC, Torrent, и ваш IP-адрес не утечет. Даже если где-то прервется интернет, вы в Whunix все настроено таким образом, что у вас будет все анонимно. Какие минусы? Конечно же, самый основной минус в Whunix, как и Tor, это скорость, задержка, то есть низкая скорость, высокая задержка. То есть для некоторых это может быть очень критично, но от этого никуда не уйдешь. А также это требования к технике, то есть вам нужен какой-то ноутбук или какой-то компьютер, который способен минимум 2 виртуальные системы поднять у себя на... То есть, к примеру, если вы хотите на каком-нибудь тонком ультрабуке это реализовать, то у вас возникнет с этим проблема. А также ключевой минус использования Tor – это то, что большинство сайтов у вас не будет работать. То есть вы будете открывать и бесконечно определять, где находится зебра или где находятся светофоры, то есть бесконечные капчи. И в лучшем случае будет только капча, в худшем вы увидите ошибку 403, то есть сайты не будут вас допускать, потому что у вас IP-адрес Tor. Эта проблема, конечно же, решается установкой VPN после Tor. То есть, в принципе, можно таким образом решить эту проблему. У меня есть отдельное видео на эту тему, можете посмотреть у меня на канале. Также существуют возможности деанонимизации Tor. Это когда вы попадаете на входную и выходную ноду Tor, которые контролируют спецслужбы. Да, у меня есть отдельное видео на эту тему. Суть в том, что каждые 10 минут у вас меняется цепочка, и если чем дольше вы находитесь на каком-то определенном сайте, тем выше вероятность того, что вы попадете на входную и выходную ноду, которую контролирует один сервис, либо они подключены в единую какую-то систему мониторинга, то таким образом велика вероятность вашей деанонимизации. Решается это, конечно же, использованием, например, своего моста Tor, либо созданием каких-то дополнительных цепочек до Tor, либо после Tor, то есть, к примеру, какого-то VPN после Tor и прокси-сервером, либо VPN перед Tor. Это увеличивает анонимность и безопасность, но в целом вы должны знать про эту уязвимость. Следующая схема анонимности, которую мы рассмотрим, это использование Double-Triple VPN с использованием виртуализации, с использованием USB 4G модема, с дополнительным проксированием SOX-проксей. Схема очень интересная, то есть вы интернет в ноутбук свой, да, или в компьютер подключаете исключительно через USB модем, который берет, соответственно, с 4G сети. У вас, понятное дело, будет анонимная сим-карта, которую раз в месяц необходимо менять вместе с модемом. У вас будут какие-то VPN в разных странах. Какие правила мы используем в этой схеме? Первое правило – это у нас существует отдельный ноутбук, который используется только для работы и больше нигде. То есть даже нельзя заряжать телефон через него, потому что в компьютере логируется
все ID-устройства, которые подключаются через USB и так далее. Также мы полностью отключаем Wi-Fi, то есть мы не подключаемся никаким образом ни к какому Wi-Fi, потому что такие сервисы, как Google, Apple, они логируют все Wi-Fi, которые находятся вокруг них с геопозицией. То есть, условно, Apple и Google знает, где устройство Wi-Fi с таким-то номером, да, было вчера, позавчера и условно будет завтра. Поэтому Wi-Fi мы вообще не используем. То есть первое правило – отдельный ноутбук, который нигде, кроме как для работы, не используется. Второе – без какого-либо Wi-Fi. Третье – интернет мы берем только с USB модема. Да? То есть это такой свисток, вставляется в компьютер, туда вставляется симка. Симка тоже у нас анонимная. И, соответственно, раз в месяц мы меняем эту сим-карту, и этот модем выкидывается и ставится новый. Это делается для того, что у модема, как и у сим-карты, есть свои идентификаторы, и даже в случае, если происходит деанонимизация, то происходит деанонимизация этого устройства, но не будет конкретной привязки никакой к вам, даже к вашему адресу, потому как условно в самом худшем случае они будут знать, те, кто будут расследовать, что есть там 300-500 метров где-то в этом квадрате, но не будет никакой привязки к вашей конкретной квартире. Также рекомендую отключить 2G, 3G сети, все кроме LTE, так как это более безопасно. Везде, где доступно, мы используем шифрование VeraCrypt, либо Lux, в зависимости от выбора операционной системы вами. То есть, как это работает, мы на рабочей системе включаем Double, Triple VPN. Эти VPN должны быть на разных хостерах, то есть желательно таких, которые находятся в разных странах. Может быть, даже стоит использовать один из звеньев VPN, который находится в недружественной стране, да, чтобы та страна, в которой вы находитесь, не могла оттуда запросить информацию. И также рекомендую выбирать те страны, которые не входят в так называемый союз 14 глаз. VPN обязательно настраиваем с функцией Kill Switch, то есть в случае разрыва соединения у вас пропадает интернет. То есть интернет работает только с VPN. И работаем непосредственно с использованием виртуализации. То есть у нас будет стоять виртуальная машина, VirtualBox, VMware, ту, которую вы посчитаете более безопасной, лучшей. Вы туда ставите какой-то браузер, какие-то мессенджеры, и, соответственно, только с этой операционной системой, с виртуализацией вы работаете. Это делается для того, чтобы не происходила утечка фингерпринтов вашей основной операционной системы. Также необходимо использовать несколько виртуальных машин, то есть, к примеру, на одной у вас стоят мессенджеры, на второй у вас стоит, к примеру, оплата, да, на третьей у вас будет находиться работа. И под каждую из направлений, то есть, например, на мессенджер мы также используем один прокси-сервер, на браузер другой прокси-сервер и так далее, и так далее. Какие мы имеем плюсы в этой схеме? Во-первых, по сравнению с тем же, к примеру, Tor, да, в Unix, это скорость и задержка. То есть скорость у нас более высокая, задержка у нас более низкая, то есть более комфортная работа. В случае деанонимизации всей цепочки, все, что будет выводить на нас, это этот USB модем и сим-карта. То есть если сим-карта анонимная и USB модем мы регулярно меняем, то в принципе бояться нечего, да? Особенно если мы меняем достаточно часто. И обязательно это нужно делать планово, системно. Казалось бы, да, и история с Unix, и история с вышеописанной схемой, да, с USB модемом, Double Triple VPN, прокси, кажется ультимативной, и все проблемы, которые есть у Tor, решаются VPN, все проблемы, которые есть у вышеописанной схемы с виртуализацией и Double VPN, в принципе, не нужно решать. В чем же тогда причина того, что я не могу рекомендовать эти сборки как какую-то панацею? Проблема в том, что нас могли деанонимизировать по ошибкам, совершенным год назад, 3 года назад, 5 лет назад, и могут деанонимизировать через почту, могут деанонимизировать через платежные какие-то средства,
И вся, получается, наша анонимность и безопасность строится исключительно на нашей уверенности в нашей ультимативной анонимности. То есть, если так случится, что все-таки к нам придут, да, и попросят открыть ноутбук, да, либо попросят в кавычках, я думаю, вы понимаете, как могут попросить в кавычках открыть ноутбук и ввести пароль, то все, что им нужно для того, чтобы, вещдоки, да, то получается наш ноутбук является самым главным вещдоком против нас. И все, что мы храним на нем, все будет играть против нас. То есть в случае использования именно вот этой схемы, что с Phoenix, что с виртуализацией, все находится с нами, на нашем железе. Это очень большая проблема, потому что вы, к примеру, можете лететь куда-то за границу, да, с ноутбуком, и у вас это все будет находиться там. К вам могут в один день просто прийти, да, вы можете думать, что вы очень-очень анонимны, у вас может быть идеальная анонимность, но вас могли деанонимизировать на ошибках прошлого. И в таком случае все, что находится на вашей технике, будет для них доказательством. Они это будут знать, что им это нужно. И вы можете сказать, да, у меня стоит люкс, у меня стоит VeraCrypt, я им пароль ни в коем случае не скажу, но скажите, вы настолько уверены в себе, что вы думаете, что вы сможете им не сказать, да? Вы можете думать, что вы позвоните там прокурору, пожалуетесь, да, еще кому-то, но я бы не советовал вам это очень делать, да, имеется в виду надеяться так на то, что вы не сможете им сказать этот пароль. То есть мое мнение таково, что не нужно хранить дома с собой то, что может сыграть против вас. То есть это как наркоман, который дома будет 5 килограмм метамфетамина хранить. То есть, я думаю, вам сравнение понятно. То есть не нужно таким образом это делать. На самом деле тут можно подумать, да, что хорошее решение будет использовать RDP. И можно на самом деле анонимно это сделать. К примеру, RDP over Tor. Таким образом 6 нод будет защищать вашу анонимность. Это безумно анонимно. На самом деле, таким образом, вас практически нулевая вероятность деанонимизировать. Если вы будете на RDP ходить через Tor, то таким образом действительно, даже если найдут этот сервер, то связать вас с этим сервером будет невероятно тяжело. Но проблема RDP over Tor в том, что вы не контролируете RDP, и в том, что если вы какие-то средства критические для вас, например, какие-то криптокошельки, либо какие-то документы храните на этом RDP, то те, кто вас деанонимизирует, они получают доступ к этому RDP и будут каждый ваш клик логировать, мониторить, каждое ваше нажатие клавиши. И нужно помнить про общий буфер обмена с RDP, то есть вы можете в основной операционной системе скопировать ваше фамилия, имя, отчество, да, а на RDP оно автоматически тоже появляется, потому что общий буфер обмена, поэтому использовать именно RDP over Tor анонимно, но не безопасно именно в разрезе безопасности данных, которые хранятся на этом. Также, используя RDP over Tor, нужно помнить про то, что 6 нод стоит на защите вашей анонимности, которые обеспечивают анонимность, но вы платите за это вашими нервами, потому что действительно пользоваться RDP через 6 нод Tor, которые достаточно медленные, имеют высокую задержку, это то еще удовольствие. Можно, конечно же, удобнее будет использовать для такого подключения схему, описанную после Tor, то есть через LTE прокси, через LTE модем и Double Triple VPN. Это будет куда более комфортнее, это тоже будет оставаться анонимным, но проблема безопасности не решается. То есть некоторые могут сказать, что можно зашифровать данные, которые находятся на сервисе, использовать криптоконтейнеры, но я вам скажу, можно так же самое, как и закриптовать их, можно и раскриптовать. То есть условный хостер, он выделяет вам, если это виртуальные решения какие-то, которые вы арендуете, то он может просто сдампить вашу оперативную память, и имея дамп оперативной памяти, он может расшифровать
в принципе, ваш контейнер. Как решение, некоторые могут подумать, есть так называемые bulletproof или обузоустойчивые сервисы, которые предоставляют такие условия хостинга, да, что якобы, да, вас никто не сможет заблокировать, выкинуть с этого сервиса, с этого сервера. Это все анонимно и безопасно. Но на самом деле в большинстве случаев все такие сервисы — это ханипоты, то есть таким образом вам предоставляются эти услуги, и те, кто вам их предоставляют, они аффилированы с спецслужбами, и спецслужбы будут изучать каждый ваш клик. Это в худшем случае, в лучшем любопытный администратор просто зайдет на ваш сервер и будет смотреть все, что вы делаете, с попыткой украсть что-то у вас, на что-то ценное, потому как эти сервера стоят гораздо дороже, чем другие, поэтому ему будет интересно и того, что мы имеем, размещаться на удаленных серверах анонимно, но небезопасно в случае, если вы хотите хранить какие-то данные, которые могут вас компрометировать, либо которые носят особую ценность, например, какие-то криптокошельки, да. Только в таком случае, конечно же, не нужно на чужих удаленных серверах размещаться. Решение этой проблемы, на мое мнение, это организация и создание своего мини-дата-центра, в котором будет стоять ваша техника, которой вы будете анонимно подключаться и будете хранить ту информацию, которую не можете хранить рядом с собой, но которая вам нужна. То есть это такое место, которое вы сами организовали, где будет физически размещен ваш сервер, при этом это место никак не будет связано с вами. То есть, давайте для примера, это будет либо какая-то квартира, либо какой-то гараж, будет стоять посреди комнаты сервер, на него будет направлена камера, одна камера, две камеры, которые будут подключены к какому-то резервному источнику питания, чтобы в случае отключения света вы продолжали наблюдать за сервером, да, чтобы к нему никто не имел доступ. При этом на этот сервер будет установлено какое-то шифрование, например, да, BitLocker, я его не советую, просто BitLocker дает возможность зашифровать сервер таким образом, что в случае, если кто-то достанет диск, к примеру, зайдут все-таки, да, в эту комнату, заберут этот сервер. В случае, если выймут жесткий диск и подключат его к какой-то док-станции, то данные будут зашифрованы, но если его вставить в сервер обратно, то данные автоматически расшифровываются. То есть это спасает от той ситуации, которую я назвал. Конечно, это не панацея, но это, как по мне, наилучшее решение, которое можно придумать. Как же это организовать? На самом деле это сложно, дорого и геморройно. Да? То есть, если описать вкратце, то вы находите человека, который в другой стране находится, который находится далеко от областных центров, от столицы, который размещает вашу технику у себя либо в гараже, либо дома, которому вы регулярно платите и который обеспечивает вам все необходимое для вашей работы. То есть, в принципе, это если вкратце. Если вам действительно это нужно, я у себя в Телеграме напишу статью, которая поможет вам сэкономить время и деньги, если вы все-таки решите организовать свой собственный мини-дата-центр. Переходите в Телеграм, посмотрите эту статью, если она вам интересна. Я не уверен, что в Ютубе стоит подробно про это рассказывать, поэтому переходите в Телеграм. Оставляйте собственные ханипоты. То есть тот человек, который будет ответственен за ваши сервера в какой-то условном далеком городке от вас, в далекой стране, дайте ему какой-то номер телефона. Для вас он будет анонимный, для человека он будет знать этот номер телефона. Зарегистрируйте этот номер во всех сервисах проверки номеров, таких как GetContact, Glassbox, Numbuster и так далее, и так далее. Да? Зачем это делать? Затем, что когда ваш номер этот будет проверяться, вам придет уведомление о том, что вас искали. Таким образом, вы будете знать, что этот человек единственный, да, которому вы дали этот номер, кому-то стороннему его передал, и этот кто-то сторонний пробивает информацию о вас. Это будет первым звоночком, который сообщает о том, что
ваш человек скомпрометирован, либо ваш сервер скомпрометирован. Друзья, спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь. Вы можете поддержать донатом меня и мой канал. Я буду вам благодарен. Пишите мне по контактам. С радостью выслушаю вас. Может быть, мы вместе что-то придумаем интересное. Я открыт к сотрудничеству. До связи.